Задача. Построить линию пересечения двух треугольников методом замены плоскостей проекций. Мы привыкли решать такую задачу другим способом. Обычно мы заключали одну из сторон треугольника в плоскость, которая является, например, фронтально проецирующей, находили линию пересечения и уже далее определяли, где эта линия пересечения будет пересекаться с прямой из другого треугольника. Но не всегда это удобно. Удобнее иногда бывает построить и другим способом, в том числе способом замены плоскостей проекций. Но для того, чтобы это сделать, мы должны поступить следующим образом. Вначале мы построим горизонталь. Но обратите внимание, что у нас, вот если мы здесь проведем горизонталь, то вот ЕК, она является горизонталью. То в данном случае вот эта ЕК, она будет горизонталь здесь. Значит, единственное, что мы сделаем, мы ее продлим, эту горизонталь. Продлили. Дальше проведем новую плоскость проекции. Создадим новую плоскость проекции и создадим, соответственно, ось, линию пересечения. Вот это будет линия пересечения. Я ее скопирую и перенесу дальше. Ну, наверное, еще дальше. У нас была плоскость проекции P2, P1. P1 осталось, это новая плоскость проекции будет у нас называться P, соответственно, 4. P4. И все точки, которые здесь есть, А, Б, С, Е, К, Д, они будут присутствовать и на новой плоскости проекции. Значит, эти точки будут находиться, ну давайте теперь посмотрим, где. Сначала построим треугольник АБС. Значит, для треугольника АБС, ну, первое, вот возьмем, видите, она под углом 0, значит, перпендикулярно, да, лежит. Будет находиться проекция точки А, соответственно, на расстоянии каком? Вот и этом расстоянии, которое у нас было на плоскости P2. То есть вот оно, это расстояние, в данном случае 3 мм. И, соответственно, 3 мм мы здесь строим. 3 мм. Вот здесь положение отметим точки А. Дальше. Точка Б будет лежать здесь же на продолжении этой линии связи. Но у точки Б будет координата другая. Это будет вот это расстояние у точки Б, то есть 45 мм. Значит, из точки же этой продлеваем продолжение. И 3 мы отметили, значит, остается 42. 42 мм отложили. Нашли положение точки Б. Дальше точка С. Точка С будет лежать вот здесь, на перпендикуляре. Мы его проведем нормаль к оси линии пересечения. И это расстояние до точки С будет такое же, 3 мм. Да? 3 мм. Продолжаем. 3 мм. И вот здесь находится точка С. Соединяем то, что у нас получилось. И получили мы треугольник. Ну, здесь линия есть. И вот это. Это треугольник у нас получился АБС. Выделим его. Вот так. И подпишем. Так, первая точка у нас получалась здесь А. Значит, пишем А, проекция, это получается у нас 4. Вот эта точка будет у нас Б, проекция 4, С,
проекция 4. Ну, я заготовлю еще точки. Это у нас Е, проекция 4 обозначение. Потом будет D4 и К4. Мы их построим, и они нам потом понадобятся. Ну, давайте чуть-чуть приблизим их, чтобы они были ближе к своему месту назначения. Вот таким вот образом. Так, теперь строим положение точек, которые у нас называются, соответственно, Е, К и Д. Значит, обратите внимание, что Е и К, они тоже лежат на одной прямой, на одной линии связи, но у них будут разные, и у них будут не разные, у них будут одинаковые высоты, да? Давайте посмотрим вот здесь. Раз. И второй размер у нас будет вот здесь, да, он должен быть такой же получиться, да, одинаковый. То есть, что вот эти точки у нас будут совпадать, и они будут лежать где? Вот здесь, на продолжении, и расстояние 6 миллиметров. Вот здесь отмечаем, это будет положение точек. И Е, и К, да, будут все они в одном месте лежать. Значит, это точка Е и это точка К. Вот она, точка К является. Так, точка Д будет лежать на перпендикуляре, проведенном к линии пересечения. То есть это вот этот перпендикуляр. И расстояние до точки Д, вот оно, померим его сейчас. Это расстояние будет отсюда и до сюда 38 миллиметров. И откладываем расстояние вот здесь, равное 38 миллиметров. И проведем теперь здесь, поставим точку. Так, поставили. Теперь соединим полученные точки. Значит, вот она наша точка здесь. И выделим то, что у нас получилось. И вот, смотрите, что у нас вышло. Теперь надо из этого, что мы получили, сделать какие-то определенные выводы. Да? Выводы. Значит, у нас получается так, что треугольник ЕКД отображается в виде прямой линии. Ну, собственно говоря, это и следовало ожидать. Да? Следовало ожидать. Значит, этот треугольник превратился в проецирующую плоскость, которая пересекает, соответственно, плоскость треугольника АБС. Но видите, здесь точка Е и К находятся внутри треугольника АБС. Ну, чтобы найти эту линию пересечения, мы просто-напросто что? Продлим. Да? Продлим вот эту линию. И видите, как у нас получилось, что эта линия, которую мы продлили, попала как раз в точку А. Ну, так может быть. И теперь смотрите, где же пересекает вот эта плоскость треугольника, треугольник АБС? Вот в этой точке, вот она. Вот она, и эта точка есть. Пересечение 1. Ну, давайте мы точку пересечения тоже обозначим. И обозначим. Это будет, ну, как мы обычно обозначаем, М, проекция, это будет 4. И вот это А4 будет совпадать, соответственно, с N4. Вот у нас две проекции есть. Это вот одна и вот вторая. Теперь нам надо, для того, чтобы построить линию пересечения, вернуться вот сюда, назад. Для того, чтобы вернуться, мы поступим следующим образом. Вот смотрите, есть у нас вот треугольник АБС. Да? Как мы строили точки, вот, например, Б и С. Мы эти точки, они располагались у нас как? На линии связи. Да? Вот смотрите, например, там точка С лежит на линии связи. Да? И расстояние вот здесь до точки С мы брали где? Вот отсюда, с той проекции, которую мы уничтожили. Да? Значит, если здесь точка принадлежит
BC, то она BC и должна принадлежать и здесь, да? Проведем линию связи из точки пересечения, проведем ее перпендикулярно вот сюда. Вот мы должны провести перпендикулярно оси. Провели. И далее ее должны провести до пересечения с BC. Вот теперь мы сделаем продолжение. И в том месте, где BC пересечет, это будет точка, принадлежащая линии пересечения. То есть это будет у нас не что иное, как M проекция 1. Это M проекция 1. N проекция 1, она совпадает с проекцией 1. Все, мы две точки линии пересечения имеем. Теперь мы можем построить саму линию пересечения в плоскости P1. И эта линия пересечения будет вот этот кусочек. Линия пересечения имеет смысл где? Ну, там, где присутствуют две плоскости. То есть, это вот этот кусочек, где присутствуют две плоскости. Эту линию пересечения давайте мы изобразим, чтобы она отличалась. Да? Отличалась. Вот мы ее построим здесь и здесь. Вот она линия пересечения. Теперь мы вернемся дальше к плоскости P2. Теперь мы имеем точки, которые лежат, вот давайте я их отмечу, лежат на ЕК, точка имеется, и вторая точка, которая имеется на ДК. Значит, соответственно, мы можем построить эти точки, да, принадлежащие линии пересечения. А вот здесь, вверху, это будет одна точка. Итак, это у нас принадлежит эта точка ЕК. И ЕК у нас находится вот здесь, вверху, внизу, да? Вот она. Раз точка. И вторая точка принадлежит ДК. ДК у нас находится выше. Если так не получается, значит так. ДК выше. Отметим ту точку, которая лежит на ДК. Вот эта точка будет здесь. А где будет линия пересечения? Мы можем ее построить. Одна точка и вторая. Вот линию пересечения мы с вами и построили. Теперь осталось определить видимость. Да? Что мы будем видеть, что мы не будем видеть. Для этой цели, чтобы определить видимость, нам необходимо выбрать какую-то точку, где, как нам кажется, совпадают отрезки, принадлежащие разным треугольникам. То есть, если мы хотим определить видимость на фронтальной плоскости проекции, то нам кажется, что в этом месте точка одна, принадлежащая BC, а вторая, принадлежащая ДК, совпадает. Но на самом деле это, наверное, не так. Давайте мы посмотрим. Да? Для этого проведем линию связи вниз, перпендикулярно к оси. Ровно, аккуратно, перпендикулярно оси. И теперь сделаем выводы. Точка, принадлежащая ДК, находится вот здесь, да? Точка здесь. Точка, принадлежащая BC, находится вот здесь. Теперь, что мы будем видеть на фронтальной плоскости? Ну, мы смотрим вот отсюда и туда к линии пересечения. Мы будем видеть вот эту точку, принадлежащую BC. Значит, мы делаем вывод, что вот в этом месте мы видим BC. Ну и сразу тогда можем сделать дальше себе вывод. Если мы здесь видим BC, линию пересечения мы видим всегда.
то из этого нашего треугольника мы видим вот так его, да, вот таким вот образом. Ну, чтобы это мы не потеряли, то давайте мы сразу это и сделаем, преобразуем. Значит, мы должны разорвать вот эту так. Так, сейчас посмотрим. Ну, то, чтобы пунктиром изобразить. Так, нет, не эту разорвать, а мы должны разорвать вот этот кусочек. Его мы изобразим потом пунктиром. Вот этот раз. Это у нас сплошное идет. И далее вот здесь. То есть вот этот кусочек и вот этот. Ну и сразу давайте мы это изобразим пунктирной линией. Значит, будет у нас вот здесь пунктир. И здесь тоже пунктир. Изобразили. А вот это мы будем все видеть. Из треугольника ABC вот этот участок мы видеть тоже не будем. Да? Он будет у нас невидимым. Вот мы его уберем и изобразим пунктирную линию. Вот так. Теперь, я думаю, понятно, да, как это выглядит, наша фигура, то, что выше и ниже. Ну, давайте можем его мы и заштриховать тогда, да, чтобы она была видно хорошо. Заштрихуем, соответственно, вот этот кусочек, это и вот этот маленький кусочек, и вот этот маленький кусочек. Значит, мы заштриховали то, что у нас будет видно, как будет располагаться треугольник ABC. Теперь такую же операцию мы должны сделать здесь. Если мы хотим узнать здесь, что видимо у нас и невидимо, то мы для этого должны выбрать какую-то точку. Ну, здесь есть вариант вот точка и вот точка, да. Ну, давайте возьмем вот здесь. Проведем теперь линию связи вверх. Провели ровно. Определим точки. Точка, принадлежащая ЕК. ЕК будет находиться вот здесь. Вторая точка, вот это у нас ЕК, а вторая АС. АС будет находиться вот здесь. И смотрим мы сверху вниз. Что мы будем видеть? Ну, мы сначала будем видеть ЕК, да, в этом месте. Будем видеть ЕК. То есть вот этот кусочек у нас видимый, да, у ЕК. Значит, тогда сразу получается, что у треугольника ABC вот этот кусочек является невидимым, да? Невидимым треугольника ABC. Ну и дальше размышляем. Линию пересечения мы видим. Значит, вот этот кусочек видеть мы не будем, да, не будем. То же самое его сейчас разорвем. Вот так. Это мы видеть не будем. И давайте еще отметим то, что мы уже точно знаем. Точно знаем, вот этот кусочек у нас будет невидимый. Да. Так, нам надо пунктирной линии. Этот кусочек будет невидимым. Дальше этот кусочек будет невидимым. Вот так. Невидимый. Так, что дальше еще? Ну, вот здесь получается у нас невидимым. Ну, в принципе, все, да, то, что у нас невидимым выходит. И наш треугольник ABC, ну, то есть выходит так, что у нас он виден вот здесь, вот эта часть, да, вот эта часть. Ну, давайте его сразу и заштрихуем, чтобы было нам это наглядно понятно. Значит, вот, ну, сразу, так, это мы видим, да, без сомнения.
Так, теперь мы, тут невидимая линия, значит мы что, вот эти кусочки тоже видим. И видим мы это до линии пересечения. Ну, кроме того, мы дальше видим, что вот здесь, здесь и здесь, ну и вот эти маленькие кусочки тоже, да, от треугольника ABC, ну и вот это тоже, да, вот эти кусочки мы видим. Ну и что тут осталось нам поправить? Вот этот кусочек заменить на пунктиром. Значит, выбираем. Это удаляем. А сюда поставим линию пунктир. Ну, должны пунктирную поставить. Вот и все. Вот все, что у нас получилось. Как определяется линия пересечения двух треугольников методом замены плоскостей проекции. Ну, как вы видите, это тоже достаточно времени заняло, но иногда бывает это удобнее сделать с помощью такого метода. Задача решена.